Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Половецкая жена основателя Москвы. И поим у него дочерь». «Ну чего стоишь? Снимай сапоги с меня. Я теперь твой муж и господин». Рыхловатый бледный отрок, усевшись на постель, протягивал вперед правую ногу в мягком сапоге, вышитом поверху голенища красными узорами. Подарки тестя, половецкого хана Аепы Осиневича. «А?» – испуганно воскликнула худая смуглая девочка, стоявшая перед ним, и заговорила по-своему что-то горячо и быстро. Это и была юная жена княжича Юрия Владимировича, дочка Аепы. Она смотрела на мальчика из-под нависших над черными глазами украшений праздничного головного убора. Наряд невесты был заготовлен ее родственницами загодя, но в расчете на более высокую и полную девушку. Гибкая, сильная не по годам, но очень худая и невысокая 11-летка устала под тяжелыми, не по размеру шитыми одеждами. Она совершенно изнемогала уже утром, когда повели ее крестить. Долгая молитва на непонятном языке, песнопение перед свечами, потом сам обряд крещения. Невиданное прежде, непонятное ею как следует событие, отняло у нее душевные силы. Ей показали, как она теперь должна накладывать на себя знак вытянутыми вместе двумя пальцами. Объяснили, что теперь она будет называться Анна. Имя она запомнила, оно было легкое и красивое. Пока рядом были родные, толмач переводил непонятное. Девочка с любопытством оглядывалась вокруг. Ее одернули, она вот-вот станет княжеской женой, надо вести себя как подобает. Да она и так все знала. Мать и тетки с вечера долго-долго рассказывали, какие чудеса ее ждут там, на севере, где кончается степь. Там большие города, дома и тюрьма, говорили ей. Она не понимала, что это значит, хотелось увидеть. Она будет менять наряды, есть вкусное нежное мясо, не жесткую конину, мягкий белый хлеб, мед. Как это было заманчиво! Ради этого можно и потерпеть. Пусть за столом надо сидеть, опустив глаза, все равно ничего не увидишь в этой жуткой шапке. И ничего нельзя есть. Вот это было обидно. Кое-какие блюда на столе, стоявшие поближе к их паре, она могла видеть, да и пахла еда очень хорошо. А она в волнении и хлопотах ничего не ела с вечера. Но вот муж ей не понравился нисколько. Вон он сидит на высоких подушках, что-то говорит ей, капризно кривя рот, показывает ногу. А вот нахмурился, недоволен. А ведь мать и отец наказывали во всем слушаться мужа. Что же она? Как его понять? «Ну, сапогом-то ладно, сниму», — легко подумала она. Девочка резво подбежала к постели, стащила сапоги. Княжич довольно улыбнулся, толкнул ее слегка, будто благодаря. Анна, теперь она Анна, да, тоже толкнула его, вроде чуть-чуть. А он стянул с нее, наконец, тяжелую корону и свалился на подушке, но успел потащить ее с собой. Дети смеялись и боролись в мягкой постели, позабыв об усталости. Когда сели перекусить тем, что припасли им заботливые родичи, это были уже приятели. Юная жена князя нисколько не была отягощена переживаниями, как это не покажется странным нашим читателям. Девочек кыпчаки растили свободными, не ограничивая почти ни в чем. Главное, чтобы в будущем дочь стала хорошей, заботливой хозяйкой Кошта. А когда мужчины ускачут по своим делам, в набеги ли к богатым соседям-недругам, в кочевье ли с многочисленными отарами овец и табунами лошадей, могла полностью взять на себя заботу об оставленном добре и хозяйстве. А чтобы вырастить такую умную и рачительную женщину, стоило дать девочке свободу и возможность наблюдать, участвовать в делах и принимать решения. Впрочем, кочевали половцы обычно всем гамузом, с обозами, юртами, продовольственными запасами. С малых лет дети были полноправными участниками любого общего события, будь они самого простого рода или потомками ханов. Кочевое житье, а самое главное степь и ее простор, в котором были только трава и ветер, то иссушающий, то благотворно влажный, приносящий живительные дожди, и рождали в юных кочевницах свободолюбие и решительность. Поэтому маленькая дочка Аепы Осиневича была не из тех, кто растеряется и будет тихо плакать в углу от бессилья. Она выросла на рассказах о легендарных воительницах-половчанках, которые наравне с мужчинами их племени вступали в бой с врагами или настигали добычу на охоте. Уставшая от огромного количества событий дня, она прилегла рядом с новым приятелем. Именно так она восприняла сердцем своего новоиспеченного мужа и крепко уснула. Он же, гордый собой и счастливый от нового положения, также не смог совладать с усталостью.
В это воскресенье, 12 января 1108 года, в один день были заключены сразу два брака русских княжичей с дочерьми кыпчакских ханов. По странному совпадению, оба половецких свата носили имя Аепа. Об этом знаменательном для русских и половцев дне осталась запись в Лаврентьевской летописи. И поя Владимир за Юрге Аепину дщерь Осеневу внуку, а Олег поя за сына Аепину дщерь Гергеневу внуку. Впоследствии сам Владимир Мономах записал в поучении: «И по рожестве с творихом мир с Аепою, и поим у него дщерь». Этим династическим браком великий князь Владимир укрепил свои старания по установлению мира с половецкой стороной, борьбу с которой осуществлял долгие годы своего правления и возглавлял ее. Теперь, женившись, Юрий Владимирович стал истинным князем. 6 лет, посаженный отцом на правление в Ростово-Суздальском княжестве, под опекой надежного и разумного Георгия Симоновича, он рос незлобивым, но рассеянным в учении. Легко относился к жизни и был любителем удовольствий, игр, кушаний. О его судьбе князь Владимир беспокоился. Не крепок, будто молодой Юрий, недалек умом. А времена трудные. Со степей половцы то и дело нападают. Русские же князья, каждый в своем углу сидят, запершись от врагов. И между собой давно у них уже нет ни родства, ни дружбы, а уж единства тем более. Нужна крепкая княжеская рука на всех землях Владимира Мономаха, а сынок и мал, и слаб пока. «Как бы нам его оженить?» – спрашивал он, призвав к себе наставника и опекуна княжича, Георгия Симоновича. «Оженить бы на половецкой дочери. Тогда и с ханами бы замирились, набеги прекратили. Не нами заведено с врагами родниться, детей поженив». Наставнику Юрия князь Владимир верил не только в воспитание родного сына, но и правление за того нести в Ростове. Многоумен, образован был этот верный человек. Хоть и родом он из скандинавов, но вырос на русской земле, обычаи и правила знал куда лучше многих. И воспитанника своего изучил, знал, что пойдет ему во вред, а что на пользу. А мир с половцами крепить браком, тому уже есть хороший пример. Киевский князь Святослав Изяславич взял себе в жены половецкую княжну, дочь хана Тугаркана, и дела у него с половцами пошли на лад. А еще слышал я, продолжал князь Владимир, что Олег Святославич, сосед наш черниговский, собирается засылать сватов в половецкие степи. Сын у него подрос, Святослав, так хотят его женить на дочери хана. «Мудро твое слово, великий княже», — отвечал опекун с поклоном. «Что молодой князь не вошел в возраст, это не страшно, подрастет. А пока дети привыкнут и сроднятся, крепче брака и не будет, может. А на половецкой княжне женить и того мудрее. Окрутим родством половцев, они друг другу сродни. Смотришь, и те, и другие не станут набеги совершать. Сваты». Как в воду глядели князь и наставник. Дети не только подружились, но полюбили друг друга. Можно предположить, что решительная дочь половецкого хана Аепы дополняла правление своего не слишком деловитого супруга. Юная Анна вступила в возраст и принесла супругу одного за другим 8 детей. Несомненно, ее решающая роль в воспитании будущих известных личностей, которыми стали Юрьевны и Юрьевичи. Самым прославленным из них стал Андрей Боголюбский, будущий великий князь Владимир Суздальский. Не менее известна дочь Ольга Юрьевна, жена князя Галицкого Ярослава Осмомысла. Степная горячая кровь, доставшаяся от половецких предков, не дала ей покорно терпеть измену мужа, и она прославилась своим гордым непокорством. Юрий и Анна сидели в кибитке и поочередно выглядывали наружу. Сначала была степь и степь, чистое белое поле кругом. Проезжали мимо каменных баб кыпчакских, огромных, с животами и свисающими грудями. Их половцы устанавливали на местах захоронений, чтобы предки оберегали живущие рядом племена. Позже эти идолы стали знаком, своеобразной меткой для путников, ориентиром в голой степи, где нетрудно было и заблудиться без опыта и примет. Анна и Юрий, широко раскрыв глаза, смотрели на изножье этих столпов, темные от запекшейся крови. Кыпчаки приносили жертвы идолам, чтобы умилостивить их и заслужить покровительство. Время от времени останавливались, чтобы размять ноги. Тогда Анна бежала в поле, вдыхала чуткими ноздрями, не пахнет ли дымом с далеких стойбищ. Нет, далеко уже остались родные края. Вот уже и мелколесье, тут и там появились чахлые кустики ракитника вдоль замерзших речушек, а потом деревья и холмы. Все было любопытно молодой жене князя, и она с упоением вбирала в себя новое. Привыкшая к постоянным перемещениям и даже к езде верхом, девочка совсем не страдала от долгой дороги, легко принимая то, что иная изнеженная русская княжна сочла бы тяготами. Молодая половчанка, отправленная с ней в услужение заботливыми родственниками, не была загружена хлопотами о своей хозяйке, хотя ни на шаг не отходила от нее. Все чужие, а госпожа своя.
Вот и первые строения показались впереди. Пораженные половчанки молча взирали на невиданное зрелище, наблюдали за другими по виду и одеянию людьми. Анна то и дело требовательно оборачивалась к мужу, дескать, объясняй же. Княжич живо рассказывал девочке что-то, руками показывая на себя и вокруг, повторял: «Ростов», «Суздаль». Эти слова Анна слышала и раньше, только в половецком выговоре трудно было узнать русские названия городов. Понемногу стала запоминать слова, живо вбирала в себя картины той русской жизни, которую ей теперь предстояло жить. Обоз вез на ростовскую землю княгиню Анну, супругу Юрия Владимировича. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.